Кто такой Дональд Трамп? Этот вопрос задавали себе миллионы людей по всему миру. Для одних он – символ успеха и воплощение американской мечты. Для других – противоречивый политик, бизнесмен с жестким стилем и человек, который умеет всегда оставаться в центре внимания. Чтобы понять феномен Трампа, нужно пройти путь от его детства до президентского кресла, увидеть, как он зарабатывал деньги, как строил свою империю и какие уроки можно вынести из его истории. Дональд Джон Трамп родился в Нью-Йорке, в районе Куинс, в 1946 году. Его отец, Фред Трамп, был успешным застройщиком, работавшим в сфере жилой недвижимости. Именно он заложил основу будущего богатства семьи. Мать, Мэри Энн Маклеод, происходила из Шотландии и привнесла в воспитание детей строгость и дисциплину. Семья Трампов жила достаточно богато по меркам того времени. У Дональда было 4 братьев и сестер. С раннего возраста отец учил сына главному правилу бизнеса – деньги нужно не тратить, а приумножать. Уже подростком Дональд видел, как работают строительные компании, как заключаются сделки и как можно зарабатывать состояние на недвижимости. Однако характер будущего миллиардера проявлялся не всегда в положительном ключе. В школе Трамп был энергичным и нередко агрессивным ребенком, что доставляло проблемы. Чтобы дисциплинировать сына, родители отправили его в военную академию. Именно там Дональд научился дисциплине, жесткому режиму и лидерским качествам. После окончания военной академии Дональд поступил в университет Фордом, а затем перевелся в Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, одну из самых престижных бизнес-школ Америки. Там он изучал экономику и управление недвижимостью. Уортон дал Трампу не только знания, но и важные связи. Его преподаватели отмечали амбициозность студента, который с первых лет открыто заявлял, он станет богатым и известным. В отличие от большинства студентов, Дональд не мечтал о карьере наемного работника. Его цель была ясной – строить империю и зарабатывать миллионы. В начале 70-х годов Дональд Трамп присоединился к семейному бизнесу своего отца. Компания занималась строительством и управлением жилыми домами в Бруклине и Куинсе, но молодой Трамп видел больше. Он хотел выйти за пределы пригородов и закрепиться в самом центре Нью-Йорка, Манхэттене. В то время Манхэттен переживал кризис, многие здания пустовали, преступность росла, а инвесторы опасались вкладывать деньги. Но именно здесь Дональд увидел шанс. Его стратегия была проста – купить дешевые, но перспективные объекты, реконструировать их и превратить в символы роскоши. Одним из первых крупных проектов стал ремонт отеля «Коммодар» рядом с центральным вокзалом. Дональд заключил сделку с сетью Hyatt, и в 1980 году отель был открыт заново под названием Grand Hyatt Нью-Йорк. Этот проект принес Трампу миллионы и сделал его имя известным в деловых кругах. Успех с Grand Hyatt дал старт череде масштабных проектов. Трамп сосредоточился на недвижимости в Манхэттене и начал строить здания, которые должны были стать визитными карточками города. Одним из таких проектов стал небоскреб Трамп Тауэр на 5-й авеню. Его строительство началось в начале 80-х и сразу вызвало интерес. Здание сочетало в себе офисные помещения, магазины и роскошные апартаменты. Внутри все было оформлено мрамором и золотыми элементами, а само название «Трамп» стало брендом. Небоскреб был открыт в 1983 году и стал настоящей визиткой Дональда Трампа. Его фотографии печатали в газетах, телевидение снимало репортажи, а сам бизнесмен начал формировать образ миллиардера, который живет в роскоши и всегда добивается успеха. С самого начала своей карьеры Трамп понимал, что богатство – это не только деньги, но и бренд. Он строил не просто здания, а символы успеха. Его проекты всегда выглядели дорого, а фамилия Трамп на фасаде становилась гарантом статуса. Бизнесмен часто повторял, что если хочешь быть богатым, думай масштабно. Именно этот принцип стал его визитной карточкой. В отличие от осторожных инвесторов, Дональд всегда рисковал, но делал это с расчетом. В 80-е годы Дональд Трамп стал не просто бизнесменом, а медийной фигурой. Газеты писали о его сделках, телевидение снимало репортажи о его жизни. Он стремился быть в центре внимания, и это удавалось. Его проекты становились все масштабнее.
После успеха Trump Tower он вложился в строительство казино и гостиниц в Атлантик-Сити. Город в то время превращался в Восточный Лас-Вегас, и Трамп хотел занять там лидирующие позиции. Он построил казино Trump Plaza, затем Trump Castle и, наконец, Тадж-Махал, крупнейшее казино на восточном побережье. Тадж-Махал открылся в 1990 году и сразу получил звание «Восьмого чуда света» в прессе. Его строительство обошлось более чем в $1 миллиард, что сделало его самым дорогим проектом Трампа. Однако амбициозные проекты имели и оборотную сторону. Чтобы финансировать строительство, Дональд активно брал кредиты. К концу 80-х его долги достигли миллиардов долларов. Экономика США в это время замедлилась, а рынок недвижимости пошел вниз. Казино приносили меньше прибыли, чем ожидалось. В начале 90-х годов Дональд Трамп оказался на грани банкротства. Его долги оценивались в несколько миллиардов долларов, а банки требовали выплаты. Многие считали, что его карьера закончена. Газеты писали, что Трамп потерял все, и лишь немногие верили, что он сможет вернуться. Но именно тогда проявился его уникальный стиль ведения дел. Вместо того, чтобы просто закрыть проекты, он сел за стол переговоров с кредиторами. Дональд сумел убедить банки, что его банкротство невыгодно никому. Если Трамп рухнет, банки потеряют миллиарды. Поэтому кредиторы согласились реструктурировать долги, дать бизнесмену больше времени и даже предоставить новые кредиты. Это был редкий случай, когда личный бренд спас бизнес. Имя Трампа уже стало настолько известным, что банки видели в нем не только должника, но и ценного партнера. В середине 90-х Трамп постепенно начал выходить из кризиса. Он сосредоточился не на строительстве новых объектов, а на использовании своей фамилии как бренда. Он заключал лицензии на использование имени Трамп в разных сферах, от недвижимости до моды. Теперь здания, построенные другими компаниями, могли носить его фамилию, и это повышало их престиж. Параллельно Трамп начал активно участвовать в шоу-бизнесе. Он стал светской персоной, часто появлялся на телевидении, а в 2004 году получил собственное шоу «Кандидат», в оригинале «The Apprentice». В этой передаче участники боролись за право работать в компании Трампа, а сам он стал знаменит благодаря фразе «Вы уволены». Шоу имело огромный успех, и миллионы зрителей по всему миру увидели образ Дональда Трампа как жесткого, но справедливого босса. Это укрепило его медийный бренд и принесло новые деньги. К концу 90-х и началу 2000-х Дональд Трамп окончательно закрепился как бренд. Его имя стало символом роскоши, успеха и силы. Он выпускал книги о бизнесе, читал лекции, продавал лицензии на использование фамилии. Интересно, что на этом этапе Трамп зарабатывал не столько на строительстве, сколько на брендинге. Его имя стало товаром, а он сам – живым символом американской мечты. Еще в 80-е годы Трамп задумывался о политике. Он несколько раз заявлял, что может баллотироваться в президенты. Тогда это казалось пиаром, но в его словах была доля серьезности. В 2000-х он все чаще появлялся на политических мероприятиях, высказывал свои взгляды и критиковал американскую элиту. Его заявления казались смелыми, иногда скандальными, но именно они привлекали внимание. В начале 2000-х Дональд Трамп все чаще комментировал события в стране. Он критиковал решения властей, говорил о несправедливой торговой политике, о проблемах иммиграции и о том, что Америка теряет свое лидерство. Многие воспринимали его как шоумена, который просто любит внимание. Но постепенно становилось ясно, за его словами стоит политическая стратегия. В 2014 году Трамп окончательно решил баллотироваться в президенты. Его заявление вызвало смех у многих политиков и журналистов. Казалось, что бизнесмен без опыта не может конкурировать с профессиональными политиками. Но Трамп пошел своим путем. Его кампания строилась на простых и понятных лозунгах. Он говорил: «Сделаем Америку великой снова». Эта фраза стала главным слоганом и облетела весь мир. Трамп выступал против глобализации, требовал пересмотра торговых соглашений, обещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить нелегальную иммиграцию. Он критиковал политическую элиту,
обвиняя ее в коррумпированности и отрыве от народа. Главным оружием Трампа стали социальные сети. В Твиттере он напрямую общался с миллионами людей, минуя традиционные СМИ. Его резкие и порой скандальные твиты становились главной темой новостей, и каждый его пост обсуждался во всем мире. В 2016 году Дональд Трамп выиграл выборы, обойдя Хиллари Клинтон. Для многих это стало шоком. Опросы предсказывали победу Клинтон, но реальность оказалась другой. Его победа показала, что американцы устали от старой политики и ищут нового лидера, который говорит простыми словами и обещает реальные изменения. С января 2017 года Дональд Трамп стал 45-м президентом Соединенных Штатов. Его правление сразу оказалось бурным. Он начал выполнять обещания, вышел из Парижского соглашения по климату, пересмотрел торговые договоры, ввел жесткие тарифы против Китая, усилил контроль на границе. Многие решения Трампа вызывали споры. Одни считали его защитником интересов простых американцев, другие – угрозой для демократии. Он умел разделять общество. Одни его боготворили, другие ненавидели. Но равнодушных к нему не было. За время президентства Трамп дважды подвергался процедуре импичмента. Первый раз – за давление на Украину, второй – за события 6 января 2021 года, когда его сторонники ворвались в Капитолий. Оба раза Сенат оправдал его, и Трамп сохранил пост. Но скандалы сделали его одной из самых спорных фигур в истории Америки. В 2020 году Трамп проиграл выборы Джо Байдену. Он до последнего не признавал поражение, заявлял о фальсификациях, пытался оспорить результаты. Его сторонники устроили массовые протесты, кульминацией которых стало нападение на Капитолий. Эти события серьезно ударили по его репутации, но одновременно сделали его еще более влиятельным среди верных сторонников. Что оставил Дональд Трамп после себя? Во-первых, он доказал, что можно прийти в большую политику без опыта и выиграть. Его победа разрушила традиционную систему. Во-вторых, он показал силу социальных сетей. Твиттер стал его главным инструментом власти, и этот опыт навсегда изменил политику. В-третьих, он расколол Америку. Его фигура до сих пор вызывает споры, для одних он герой, для других – враг. После ухода с поста Трамп не исчез. Он продолжает активно выступать, проводить митинги, критиковать действующую власть. Многие эксперты считают, что он готовится к новым выборам. Для миллионов американцев он остается символом сопротивления старой системе. Его имя все еще звучит громко, а его влияние не уменьшилось. Чтобы понять феномен Трампа, нужно вернуться к главному – его отношению к деньгам. Для него деньги всегда были мерилом успеха. Он не стеснялся демонстрировать богатство, небоскребы с его именем, частные самолеты, гольф-клубы. Все это становилось не только бизнесом, но и инструментом брендинга. Трамп превратил свое имя в товар. Лицензии с брендом «Трамп» приносили сотни миллионов долларов. От отелей до стейков его фамилия продавала все. Но главное, он понимал, что деньги в современном мире тесно связаны с вниманием. Если ты постоянно в центре новостей, ты зарабатываешь больше. Именно поэтому он никогда не избегал скандалов. Напротив, он их провоцировал, зная, что любое упоминание повышает его ценность. Когда Трамп пришел в Белый дом, он применил те же правила, что и в бизнесе. Жесткие переговоры, давление, максимальный пиар. Он смотрел на страну как на корпорацию, расходы нужно сократить, доходы увеличить, партнеры должны выполнять обязательства. Такой подход шокировал традиционных политиков, но оказался понятен миллионам обычных людей. Они видели в нем лидера, который говорит простым языком: Америка должна снова побеждать. Одной из сильнейших сторон Трампа был образ победителя. Даже когда он терпел поражение, он умел преподносить их как временные трудности. Его стиль, самоуверенность, громкие заявления, обещания невозможного. Но именно это привлекало людей. Они чувствовали, что он верит в себя и готов бороться до конца. Без СМИ Трамп не был бы Трампом. Он десятилетиями жил в заголовках. Телешоу, таблоиды, интервью,
книги, он всегда был на виду. В эпоху социальных сетей он перенес это умение в интернет. Каждый его твит становился событием. Он задавал тон дискуссиям, вынуждал СМИ цитировать его, даже если они критиковали. По сути, он создал новый формат политической коммуникации – президент в роли блогера. Главное наследие Трампа – раскол. Он сумел мобилизовать миллионы сторонников, которые видят в нем защитника традиционных ценностей и национальных интересов. Но одновременно он спровоцировал сильное сопротивление. Для других он символ популизма, агрессии и угрозы демократии. Эта двойственность сделала его фигурой номер один в американской политике. Даже после ухода с поста его имя упоминается чаще, чем имя действующего президента. Что мы можем вынести из его истории? Первое – сила бренда. Имя может стоить дороже любого бизнеса, если его правильно раскручивать. Второе – внимание ценнее денег. Скандалы, конфликты, яркие высказывания – все это увеличивает влияние. Третье – вера в себя. Даже когда против тебя вся система, харизма и уверенность могут привести к победе. Четвертое – политика и бизнес больше неразделимы. Современный лидер должен быть одновременно предпринимателем, шоуменом и стратегом. Кто такой Дональд Трамп? Он – бизнесмен, который превратил фамилию в символ богатства. Он – шоумен, умеющий управлять вниманием. Он – политик, разрушивший привычные правила. Он – лидер, который разделил страну и навсегда изменил представление о власти. Его история – это пример того, как один человек может изменить систему. Согласны мы с ним или нет, но факт остается фактом: Дональд Трамп стал одной из самых влиятельных фигур 21 века. И вопрос остается открытым: это конец его пути или только начало нового витка? Понравилось видео? Подпишись, поставь лайк и сделай репост. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Это был Код денег.